Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале YouTube. Начала его вести совсем недавно. Не знаю, насколько еще будет эта возможность вообще у нас быть, поэтому пока развиваемся во всех направлениях, которые только можно, и используем это по полной программе. Вообще данный формат как онлайн-вебинара для меня новый. Конечно, хотелось бы в этом смысле какую-то сделать обратную связь, то есть сделать это действительно в онлайн именно формате. Но пока технической возможности нет, для этого мне нужен как минимум какой-то техспециалист, который бы следил за тем, что в прямом эфире трансляция идет, то есть обратная связь. Это было бы, конечно, очень удобно. Как только будет такой человек, обязательно что-то такое сделаю. Пока, конечно, сейчас я все это записываю, это в записи, но я думаю, что это тоже будет полезно. Если у вас какие-то возникнут вопросы, то вы можете, в принципе, написать под данным видео. Я представлюсь, меня зовут Люшенко Алена, я являюсь мастером-бровистом, преподавателем, около 5 лет занимаюсь бровями. Являюсь автором различных методических пособий, учебных пособий для бровистов. На презентации есть мой сайт www.brovionline.ru. Вы можете заходить и, в принципе, посмотреть, что это за сайт такой, чем я вообще занимаюсь, какие продукты у меня есть. Может быть, вас что-то заинтересует, и вы что-то приобретете. Данный онлайн-вебинар посвящен восковой депиляции лица и бровей. Это ознакомительный, сжатый онлайн-вебинар, то есть основную информацию, конечно, я представила на платном курсе, но здесь я решила поделиться некоторыми выжимками и очень полезными из основного курса на тему восков. У вас, то есть, будет возможность понять вообще, подходит ли вам такой вообще формат спикер, и желание вообще углубиться в тему восковой депиляции лица и закрыть, возможно, все вопросы относительно этой темы. Если вы не планируете углубляться в эту тему, то есть хотите просто послушать, вам тоже будет достаточно полезно. Начнем. Что такое вообще восковая депиляция? То есть при депиляции на кожу наносится вязкая масса. То есть мы работаем с кожей и с волосом. Поэтому я начну со строения кожи. Эта вязкая масса хорошо сцепляется с волосом. При снятии масса вытягивает за собой волоски вместе с корешками, частично травмируя фолликул. Это, в принципе, сам принцип депиляции. Давайте разберем строение кожи и посмотрим, из чего она у нас состоит и зачем вообще нам надо знать в общих чертах, как мастеру, который выполняет и работает воском, строение кожи. Как это будет нам полезно? Кожа состоит из двух основных слоев. Это эпидермис и дерма, которые находятся на жировом слое, называемом гиподермой, подкожной жировой клетчаткой. Эпидермис состоит у нас из мертвых ороговевших клеток. В процессе депиляции мастер работает именно с верхними слоями эпидермиса. То есть мастер обезжиривает, очищает, талькует, наносит воск, и все это на кожу, на верхние слои. Эпидермис сам по себе очень тонкий, до 0,5 мм. Настолько вот он тончайший. Значит, под эпидермисом у нас уже находится дерма, то есть это, собственно, сама кожа. Под дермой у нас находится гиподерма, которая прежде всего состоит из рыхлой соединительной ткани. Что нам здесь, как мастерам, необходимо знать? Так как эпидермис очень тонкий, необходимо соблюдать определенный протокол процедуры и этапы, когда мы выполняем восковую депиляцию. Это важно, потому что эпидермис состоит также из слоев,
И если мы не наносим защиту на кожу, об этом я еще позже скажу обязательно, не наносим защиту, мы травмируем кожу. То есть риск травматизации кожи в этом случае очень велик. Отсюда может быть последствия в виде болячек, в виде пигментации, ну и остальных неприятных моментов, о которых на курсе мы будем подробно разбирать, с чем сталкивается мастер и что делать. То есть поэтому очень важно подготавливать кожу перед нанесением воска. Следующий момент хотелось бы сказать, какие зоны депиляции на лице мастер, бровист может выполнять и тем самым увеличивать чек. То есть мастер может работать не только с зоной бровей. Часто, очень часто это идет комбо процедуры, например, брови-усики. Также вы можете выполнять депиляцию в зоне носа. То есть далее бакенбарды, лоб и подбородок. Это тоже очень частые зоны. И прошу вас даже это не игнорировать, а наоборот предлагать клиентам выполнить эту процедуру. Возможно, клиент стесняется сам спросить это. Есть клиенты, которые, возможно, могут обидеться о том, что у меня там есть волосы. То есть в этом случае можно просто говорить, что волосы на самом деле есть у всех. И то, что мы их удаляем, это тоже нормально. То есть если вы их не замечаете и вам норм, то в принципе можно их и не удалять. Но если как бы клиент их видит, а он их видит, особенно сейчас будет очень активное солнце, летом это все прям видно пушком. Поэтому можно предлагать, ну как бы, да, проявлять инициативу. Не бояться разговаривать, общаться с клиентом и, ну, то есть повышать свой чек, потому что в среднем за одну зону можно, в принципе, взять от 200, брать от 200 до 300 рублей. Строение волоса. Здесь тоже кратенько я немножечко скажу. Значит, мы работаем с волосом, естественно. То есть условно можно волос разделить на две части. Это стержень, это верхняя и видимая часть волоса, и корень. Корень волоса, который находится в коже, собственно, это и есть волосяной фолликул. Стержень волоса может располагаться относительно кожи под разным углом на поверхности, то есть от 15 до 90 градусов. И опять же мы возвращаемся к тому, что здесь необходим такой момент подготовки кожи, потому что не все волоски очевидным образом могут удаляться. То есть какие-то нужно поддеть, больше затальковать и убрать, потому что они прям лежат прям совсем близко к поверхности кожи, ну, 15 градусов относительно поверхности. Корень имеет разный размер, то есть сам, да, фолликул. У пушковых волос корень меньше, чем, например, у терминального волоса. Размер корня также зависит от стадии роста, в которой находится сам волос в данный момент. Например, смотрите, если рассматривать, как вообще все это у нас происходит, например, волос находится в определенной стадии. Сальная железа нам нужна для того, чтобы волос выходил на поверхность. Мышца, которая у нас находится здесь, она поднимает волос, если мы испугались и нам холодно. Каждому волосяному сосочку у нас подходит вена и артерия. Они обеспечивают питание волосу. Нервные окончания нам говорят, мы чувствуем боль, то есть потовые железы служат для охлаждения кожи, чтобы она не перегревалась. Пот, выходя через каналы на поверхность, образует защитную пленку, гидролипидную мантию. Собственно, ее мы тоже и удаляем, когда обезжириваем, когда готовим кожу к окрашиванию. Это кратко, насколько только можно. То есть в курсе, конечно, я эту тему раскрыла более детально, подробно. Но здесь в рамках данного курса
Не могу просто об этом не сказать, потому что мы работаем и с кожей, и с волосом. Что хотелось бы сказать? То есть для того, чтобы провести процедуру восковой депиляции, нам необходимо будет оборудование. Что нам нужно? Это воскоплав, воск, шпатели, средства по уходу за кожей, ватные диски и ватные палочки. Что здесь хотелось бы сказать про само оборудование? Воскоплавы, они бывают на самом деле разные. Они бывают как вот такие маленькие воскоплавы. Они в основном специальных фирм, производителей. То есть вот у меня Iris, у меня есть и такой Provax 100. Все зависит от чаши. Provax 100, он побольше, 400 грамм туда воска помещается. Этот поменьше. То есть здесь на самом деле без разницы, каким работать. Главное, подбирайте, чтобы вам было удобно. Здесь на каждом таком воскоплаве есть регулятор. С помощью вот такой ручки вы можете регулировать температуру. Единственное, что я хочу вам дать как рекомендацию, это когда вы начинаете работать воском, за 5 минут поднимайте, пожалуйста, крышку, чтобы клиенты не обжечь. Это важно, потому что под крышкой воск сильно распаривается, и вы можете обжечь клиента. Особенно на вот таких больших воскоплавах, в которых чаша 400 грамм. Воск. Сейчас немножко поговорим, какой выбрать. Что хотелось бы сказать здесь про шпатель. То есть есть специальные шпатели, которые вы можете купить в магазине, где приобретаете воск. Я бы вам порекомендовала бюджетно приобрести вот такие, они называются размешиватель деревянный. Вот такие размешиватели, здесь пачка 500 штук. Вообще они идут как для кофе, они есть очень длинные, то есть я вам рекомендую все-таки размер 140 это длина, 6 миллиметров это ширина и 1,8 это толщина. Это самый идеальный размер для работы с бровями. То есть если вы все-таки работаете уже с другими частями лица, то есть большими участками, то вам необходимо уже будет шпатель среднего размера. То есть он уже побольше. О средствах сейчас поговорим. Так, ну здесь в принципе все, что я хотела сказать. Пленочные воски. Как и в курсе, в принципе, я приводила пример на фирме Italvax. Но свой курс я составила таким образом, чтобы каждый мастер для себя не мог привязываться к какой-то определенной фирме. Я выбрала в качестве примера Italvax, рассказала про состав, что входит в состав, какие компоненты отвечают за жесткость, какие у нас компоненты говорят о том, что воск синтетический или натуральный. Все это я подробнейшим образом разобрала. Привела в пример несколько фирм других восков по составу, также разобрала. И таким же образом, посмотрев курс, вы сможете в принципе работать с абсолютно любой фирмой воска, независимо от фирмы. Я работаю на фирме Italvax, мне этот воск устраивает и по стоимости, несмотря на то, что сейчас цены достаточно стали выше, но это все-таки более доступный и приемлемый воск по цене, нежели, например, Lycon тот же самый. Значит, что хотела бы сказать о пленочных восках данной фирмы, как Italvax. То есть пленочный воск горячий. Он выпускается в гранулах, дисках, бывают разные формы. То есть пленочный воск Italvax, он в основном идет в виде таких зерен. В пачках мы приобретаем, есть 400 грамм, то есть вот такие небольшие воски. Есть побольше, килограмм, 750 грамм. То есть здесь вы выбираете на свое усмотрение. В принципе, для бровей не такой уж большой объем нужен, но если вы работаете с другими частями лица, взять лучше побольше. Особенности такого воска, то есть выпускается в гранулах, содержит в составе кополимеры, то есть это каучуковые добавки. Они придают пластичность воску. Значит, не прилипает так сильно к коже, например, как теплый воск, не оставляет сильной красноты, не так сильно травмирует кожу. В
В процессе работы пленочным воском убирается, ну, то есть минимальное количество рогового слоя эпидермиса. То есть воск пленочный наносится шпателем и после застывания снимается одной аппликацией без использования специальных полосок. Имеют низкую температуру плавления от 38 градусов до 42, наносятся в любом направлении, то есть независимо от роста волос, это называется мультинанесение. Обладают пластичностью, удаляют волоски от 1 мм. Предназначен для удаления волос в деликатных зонах. Здесь, чтобы немножко подробнее раскрыть тему, значит, натуральных восков и синтетических, я взяла пример 2 воска. Вы знаете, очень часто я вижу в чатах, особенно бровистов, вот вопросы относительно того, какой воск с каким смешать, чтобы был лучший эффект и так далее. То есть я думаю, что если вы приобретете мой курс, то эти вопросы для вас будут закрыты, потому что каждый воск по-своему уникален. И он имеет определенную формулу, заложенную от производителя, которая дает те возможности воска, ну, которые есть в составе. То есть это воск для жестких, для средних волосков, для пушковых волосков. Все это вы сможете сами определять, какой тип у вас воска. В крайнем случае можно взять воск средней жесткости и работать на нем. То есть даже если вы не хотите сильно заморачиваться с составом, читать его и так далее. Что я хотела бы сказать вообще? Можно ли смешивать воски? Даже в рамках одной фирмы? Конечно, мой ответ нет. Почему? Я взяла в пример 2 воска. Один белый шоколад и синтетический воск Клеопатра. Ну, белый шоколад у нас натуральный воск из линейки Italwax. Натуральный воск может вызвать аллергию. Синтетический – это гипоаллергенный. То есть, допустим, мы смешиваем эти воски. Что у нас получается? Один синтетика, другой натуральный. Спрашивается сразу вопрос: зачем? Смешивая воски с друг другом, мы получаем не синтетический и не натуральный воск. Клеопатра является воском средней жесткости и прекрасно справляется как с волосом плотным, так и пушковым. Поэтому добавлять, смешивать, разбавлять воск Клеопатра с воском белый шоколад не нужно. То есть задачи такой нет. Производитель уже заложил определенную формулу в каждом воске, особый состав ингредиентов и компонентов, которые хорошо сочетаются друг с другом, не противоречат друг другу и прекрасно работают. На этой фирме я работаю уже достаточно большое количество времени. И скажу так, что воск, если правильно работать данным воском, он не будет не оставлять пушки, ни какие-то моменты неприятные на коже. То есть главное соблюдать протокол процедуры и подбирать правильно воск для определенного типа волос. Тогда будет все хорошо. Как это сделать, мы все это обязательно разберем на основном нашем курсе «Восковая депиляция лица и бровей». В конце данной презентации я сделаю небольшой экскурс в курс, и если вас заинтересует, вы потом можете это все приобрести. Очень часто я слышу вопрос как раз: воск плохо убирает волос. Если у вас существует такая проблема, обратите внимание на то, что возможно, воск, которым вы пользуетесь, подобран неправильно. Возможно, вы просто пользуетесь воском, который предназначен для пушкового волоса, для совсем тонкого волоса, и поэтому вы не можете убрать более жесткие волоски. То есть необходимо здесь учитывать плотность воска. Обязательно я эту тему раскрою более подробно на основном курсе. Натяжение кожи при нанесении аппликаций. Тоже немаловажный момент, который игнорируют очень многие, особенно когда смотришь красивые видео, действительно, да, сняты. Такие видео на самом деле очень сложно снимать. И у меня, например, большое уважение к тем, кто
такие ролики снимает, но, к сожалению, то есть техника здесь больше показана для красоты, нежели для как бы действующей работы, потому что мы всегда должны помогать. Одной рукой мы помогаем, другой наносим, следующее убираем аппликацию. То есть следим за наклоном шпателя при нанесении воска. Это тоже немаловажный момент после натяжения кожи. Вот эти палочки, зубочистки, которыми наносят вот эти тонкие линии, тоже для создания видео и контента не подходят. То есть вам необходимо будет следить за наклоном шпателя, делать нажим. Там есть свои нюансы, обязательно об этом тоже все подробно я рассказываю. То есть если у вас с этим возникают проблемы, и вы не знаете, как работать правильно, то есть вам точно тогда нужно будет в этой теме, в эту тему углубиться и разобраться побольше. Равномерность нанесения аппликации. Это тоже немаловажный момент. Воск, когда вы создаете аппликацию, должен ложиться равномерно. У вас не должно быть где-то больше воска, где-то меньше, где-то прям такая капля воска. То есть за этими моментами все обязательно вам необходимо будет следить. Этапы работы воском на лице. Что здесь я рекомендую? То есть первый этап, который вы проводите с кожей, когда вы уже все работаете с клиентом, это очищение кожи. То есть очищение кожи происходит у нас от загрязнений, от факторов внешней среды, от гидролипидной мантии, которая у нас пленкой образуется на коже. Все это нам необходимо, для всего этого нам необходимо средства для очищения кожи. То есть они существуют в виде лосьонов, гелей, пенок. Как вариант, как пример я представила вам из профессиональной линейки Talvax алоэ вера лосьон. То есть, здесь есть нюансы, поэтому как вариант, таким средством вы можете пользоваться. Остальные секретики я вам расскажу, конечно же, на основном курсе. Но данным средством я пользовалась, оно достаточно вкусно пахнет. Также, если вы, допустим, еще выполняете себе дома, может быть, самостоятельно процедуру теплым воском, удаляете волоски на больших участках кожи, вы можете, в принципе, его также использовать для себя. Следующий этап – нанесение буфера. Этот этап нельзя игнорировать. Очень часто я вижу также и в видео, и вообще, когда работают мастера, что тальк совершенно не наносит. Это огромная большая ошибка. Я работала без талька какое-то время, у меня был такой опыт, и, к сожалению, это самый прямой путь к травматизации кожи. То есть, когда вы не наносите буфер, не создаете буфер, это защиту. Что такое у нас буфер? Буфер – это защита между кожей и материалом, защитная прослойка. Буфер у нас бывает в виде талька и в виде масла. Тальк обеспечивает сухость на поверхности кожи для лучшей сцепки с волосом. Значит, защитную функцию несет в себе тальк, то есть он снимает не все ороговевшие частицы, это позволяет несколько раз наносить аппликацию на один и тот же участок кожи. И каждый раз, когда вы, допустим, работаете, одну аппликацию нанесли, видите, что у вас не все, не весь пух вы убрали, то есть вам необходимо повторно нанести тальк, и только после этого воск. Каждый раз вы создаете эту защиту с помощью талька. Есть особые случаи по маслу, то есть масло, я сразу скажу, я в своей работе не использую сейчас уже. Раньше я экспериментировала, но не так много таких случаев, то есть об этом подробнее я обязательно расскажу. Какие существуют особые случаи. Третий этап у нас идет нанесение воска. То есть смотрите за температурой воска, обязательно остужайте, открывайте крышку перед тем, как вы начнете работать воском за 5 минут хотя бы, чтобы не обжечь клиента. То есть следите за этими моментами, чтобы воск у вас сильно не стекал, то есть он не должен быть сильно тягучим, больше на такую сгущенку должен быть похож. Средства после депиляции.
тоже очень важный на самом деле момент. Очень много у мастеров вопросов, чем работать, чем закрывать. Можно ничем не закрывать, только хлоргексидином. Конечно, здесь основная функция этих средств – это восстановление кожи, снятие покраснений и уход за кожей. Хлоргексидин, конечно, нам это не даст. Поэтому средства после депиляции обязательно нужно приобрести. Бывают в виде геля, в виде лосьонов, в виде молочка. Я, как рекомендую вам, это взять охлаждающий гель Италвакс. Отличный, вообще отличное средство, 5 с плюсом. Я им пользуюсь, в основном им рекомендую. Также вы можете выбрать для зоны лица лосьон эмульсию белая орхидея. Он тоже достаточно хорошо, в принципе, работает с кожей. Но мой выбор это вот этот охлаждающий гель. То есть если его возьмете, вы точно не пожалеете. Значит, неприятные реакции кожи на удаление волос. Конечно, мы будем останавливаться на каждом случае подробнее. Я буду разбирать, почему так происходит, что делать, если произошла травматизация, какие у нас шаги идут, какие еще дополнительные средства есть для того, чтобы кожа быстрее восстановилась после, ну, если, например, какая-то реакция произошла. Сейчас их просто перечислю, какие они бывают. Это ожог, гистаминовая реакция, скорее всего, вы уже слышали про это, перепилинг и фолликулит. Это самые распространенные реакции. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, это противопоказания, которые очень часто игнорируются. Я хотела бы здесь прям заострить свое внимание на этом. Так, свежий загар и ожог. Значит, не работайте с клиентом сразу после того, как он, значит, был на активном солнце. То есть это прямой путь к травматизации. К травматизации кожи в виде перепилинга и потом пигментации. Поэтому соблюдайте 5-7 дней, либо работайте по маслу. Баня, сауна, спа – все это парниковый эффект. То есть все вот эти обертывания тоже могут повредить кожу. То есть эпидермис тоже тонкий становится. Прием антибиотиков то же самое. То есть кожа в очень плохом состоянии становится 5-7 дней хотя бы после окончания курса. Менее 2 недель после последней депиляции. Соблюдаем интервал между процедурами обязательно. То есть обратите на это внимание. Все вот эти косметические процедуры, которые делает косметолог, верхние слои эпидермиса истончаются. И в любом случае лучше взять консультацию именно у косметолога. Рекомендует ли он и вообще через какое время после проведенной процедуры, которые знает только косметолог, как она работает на самом деле, то есть через сколько можно сделать дополнительные еще процедуры, например, как оформление бровей с воском, да, то есть лучше проконсультироваться с косметологом, естественно, это клиенту лучше спросить. Массаж лица, тоже там приток крови, клетки начинают активно делиться, то есть все вот это способствует тоже травматизации. Обращайте на это внимание. Про пилинг сказала. Прием специальных препаратов, таких как сатрета, ритосол. То есть обратите внимание, если специальные препараты клиентов принимает, то лучше процедуру не делать. Уколы, ботокса, то есть все вот эти процедуры только после того, как спадет отек. И, конечно, мы не работаем с болезнями кожи, герпес, дерматит, экзема, лишая грибов. То есть обращайте на это внимание, с какой кожей к вам приходит клиент, разговаривайте с ним. И очень осторожно работайте, пожалуйста, с родинками, потому что родинка – это всегда уже опасность. Опасный участок, который лучше не трогать.